Однажды в неопределенном промежутке времени множество астрономов обнаружили, как в космическом пустом пространстве в сторону нашей планеты двигалось невероятных размеров космическое тело, предварительный радиоанализ которого показал, что возможный химический элемент, из которого он состоял, не поддавался какой-либо классификации и, скорее всего, был неким новым элементом в периодической таблице. После этого множество разных экспедиций из инженерных спутников и роботов отправлялись к этому неопознанному объекту. Все это направлено было на то, чтобы без глобальных последствий доставить необычный материал на Землю, ибо в противном случае последствия от удара космического тела таких масштабов могли бы быть катастрофическими для Земли. Годы шли, информация о новом материале становилась больше. В то же время и сам астероид приближался к планете. Благо, к тому моменту, когда он начал входить в плотные слои атмосферы, составлял он из себя множество кусков, каждый из которых затем планировалось изъять и продолжить исследования. Такой спешке еще и способствовал тот факт, что по предварительным данным, данный материал никак не впитывал и даже надежно отражал всякое радиационное излучение, что позволяло бы потом безопасно начать с ним работу. Спустя несколько месяцев ожидание было наконец прекращено, и как только доселе никому неизвестное небесное тело столкнулось с Землей, его тут же забрали в соответствующие лаборатории, и в ходе уже первых экспериментов и анализов выяснились подробности, которых никакой ученый не мог достаточно точно и ясно объяснить. Вещество, из которого состоял астероид, оказалось ни мягким, ни твердым. Попервой можно было бы подумать, что это нечто смахивало на ньютоновскую жидкость, только в твердом эквиваленте. Но все обстояло куда интереснее. Вещество хорошо проводило через себя электричество, но при определенной термической обработке это свойство утрачивалось. Его нельзя было смять рукой как пластилин, но если пропускать через него поток сигналов в виде 16-ричного кода, в котором будут заложены данные какого-либо объемного объекта, допустим, куб, то этот материал за короткий период времени принимал форму практически идеального куба в том объеме, что был доступен в исходном количестве. Визуально материал имел черный окрас с примесью прожилок фиолетового оттенка и перламутровым отливом на свету. В дополнение ко всему прочему, когда через него пропускалось определенное напряжение, материал начинал люминесцировать, начиная от красного и белого и заканчивая название сначала от стандартно-ученого типа, позже перешло в более простое и понятное всем, лишившись набора цифр и букв, благодаря одному научному журналу, что назвал его Эстерикусом, где первые 3 буквы служили аббревиатурой. Экстраординарный, сверхнормативный, трансцендентный. Раз за разом ученые, что изучали Эстерикус, находили новые свойства данного вещества. Дошло до того, что при создании шлемов с подведенными электродами человек получал способность практически интуитивно получать контроль над конструкциями вроде механических конечностей, созданных из того же материала, или же их способности к квантовой фиксированной левитации, реализуемой через сохранение заданной низкой температуры. Под термином «фиксированным» стоит понимать невероятно прочное крепление между двумя объектами без прямого физического контакта. Ресурс был не безграничен, хоть его и было в высочайшем избытке, некоторые страны пожелали заиметь больше Эстерикуса и, более того, обернуть его удивительные свойства в военные цели, как альтернатива ядерному оружию, которое, кстати говоря, потеряло статус самого смертоносного оружия на планете, ибо при контакте с составными элементами ядерной бомбы Эстерикус поглощал их, как и всякую выделяемую радиацию, не оставляя никаких следов, лишь оставляя внутри концентрированную энергию, словно воду в прочно заваренной железной банке, извлечь которую потом было крайне проблематично. Самым эффективным методом разжигания военных конфликтов стало преобразование новообретенного материала в костюмы, вроде экзоскелетов, что позволяло носителю повышать свои физические навыки. Но вследствие больших перегрузок от высоких скоростей, что давали такие костюмы, носители стали испытывать проблемы со здоровьем. Доходило до того, что у некоторых начинала идти кровь, пропадало зрение и лопались барабанные перепонки. С
Страны, развязывающие один конфликт за другим, начали подсматривать технологии друг за другом, постепенно доводя экзокостюмы до ума и увеличивая слои брони, длину конечностей и наносимого на них оружия, приходя в итоге к образу гигантских антропоморфных костюмов, оснащенных крупнокалиберным оружием массового поражения. Инженеры, что работали над этими мехами, вскоре достигли таких высот в проектировании этих ружей на ногах, что некоторые модели могли достигать высоких скоростей при передвижении, чему способствовали тонкие, но все еще прочные части тела и замена тяжелого вооружения на легкие клинки. Медлительность и дальнобойность компенсировались высокой скоростью, меньшим размером и легкостью, что позволяли выводить крупные цели из строя, оставаясь весьма неудобной мишенью. От войны страдали в равной силе все, только если гражданские хоть и пытались избежать конфликтов, но попадали под перекрестный огонь, то вот сами пилоты данных устройств вскоре после долгого контроля машины чувствовали, как терялись в пространстве, диссоциировали себя, говоря, что часть их «я» состоит в их машине, в которой они находились долгие дни и даже недели. Первыми предположениями медиков была переутомляемость и естественный стресс во время боевых действий, но дальнейшие показания указывали на то, что пилоты, находившиеся долгое время в одном мехе, впоследствии уже вне машины, находясь на далеком расстоянии без чего-либо вмешательства, ощущали будто на себе повреждения, что получал их механоид во время боев. Врачи с каждым годом отмечали все больше подобных случаев, пока все не дошло до того, что пилоты начали получать те же увечья, что получали их машины, отмирание и некроз конечностей, если механоид утрачивал соответствующую конечность, нарушение целостности тела в тех местах, где механоиды получали порезы или сквозные раны, а также ожоги, что возникали на телах пилотов. Обратного эффекта на корпусе закрепленного за пилотом механоида не наблюдалось. Попытки быстрой перетасовки пилотов между разными механоидами не только усложнил ведение боевых действий, но и заставлял подготавливать пилотов тщательнее, что вызвало множество проблем в принятии стратегических решений. Были отложены все операции, что предполагались к выполнению в ближайшие месяцы. Из активных боевых действий страны перешли в долгую и выматывающую оборону. По общей ситуации бил еще и тот факт, что среди людей начали ходить слухи о последствиях долгого управления мехом, что отбивало всякое желание у добровольцев и нагнетало общественное недовольство. Главы стран подавляли народные волнения всеми доступными методами: подавление силой, массовая пропаганда, замалчивание фактов, создание козлов отпущения, но в то же время активно внедряли эти технологии будущего. Оснащение населения различными устройствами, будь то протезы, дополнительные руки, улучшенные органы чувств, конечности, вдохновленные животным миром, все это подсаживало людей на мысль о необходимости заполучить большее количество эстерикуса, что в свою очередь помогало войне жить и набирать обороты. Все могло бы продолжаться бесконечно долго, но когда между двумя крупнейшими противниками образовались многотысячные, вытоптанные поля сожженной земли, где каждый день не прекращая летал пепел от тех останков цивилизации, что была там, когда инженерам удалось разгадать, как высвобождать ту скапливающуюся энергию из эстерикуса, когда многие из пилотов, находясь в мехе, сбегали с поля боя, или, что еще ужаснее, заканчивали жизнью при помощи... Именно тогда дни человечества, каким оно знало себя, свелись сначала к часам, где обе стороны конфликта старались быстрее оснастить разрушительное оружие на ноги и отправить границы конфликта, дабы выдвинуть ультиматум. Затем к минутам, когда все с холодной испариной на спине и затаившие дыхание смотрели на трансляции со спутников, где две громадных человекообразных горы стояли в нескольких десятках километров друг от друга, и, наконец, к секундам, где два пилота, стоявшие друг напротив друга, теряя рассудок в душной кабине механоида, прямо в груди громадного орудия смерти, под толщей вещества, что прибыло из далекого космоса и которое накопило в себе мощь настолько великую, что планета могла выгореть дочерно и вместе с тем все живое на ней. Оба не хотели стрелять. Оба успели устать от войны. Оба понимали, что уже не смогут покинуть механоид. Они уже не были пилотами ружей на ногах. Они не были частью механоида. Они и есть механоиды.
Сначала первый столб света вырвался в небо, через 3 секунды был второй. Ударные волны от 2 залпов дали о себе знать спустя 15 минут. Сначала оглушительными хлопками по всему миру, затем усилившимся ураганом и повышающейся температурой воздуха. Все, кто успел добраться до вертикальных строительных шахт, где производили механоидов, смогли выжить. Люди, бежавшие в бункеры, сгорели заживо. Стороны конфликта исчезли с лица Земли, как и все прочие страны. По приблизительным подсчетам, из 11,3 миллиардов людей на всей планете выжило от 15 до 40 тысяч. Через 3 месяца некоторые из людей, кто набирался смелости подойти к люкам потолкам, слышал громкие шаги на поверхности. Конец первой записи.